Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И я хочу предложить вам связать вот такую элегантную модель джемпера в современном стиле. Классический вариант у нас будет использоваться выкройки. Рукав у нас полноценный с окатом идет, не спущенный, как это сейчас стало модно. И обычная ширина по фигуре. В общем-то, высокая планка выреза горловины. И, в общем-то, вся красота этой модели заключена в рукавах. Если кто-то мечтает о простой изящной модели, то этот видеопроект для вас. И самое интересное, что мы будем сегодня делать, помимо расчетов, это вязать вот этот красивый оригинальный узор на рукавах. Здесь сочетание жгута и узора с шишечками. Ну, вернее, даже не узор, а просто полосочка идет из лицевых петель. И очень реденько так, в меру шишечки, поэтому это смотрится очень элегантно. Очень красиво выделяется на фоне лицевой глади, который связан спинкой перед изделием. Мы будем сегодня с вами составлять описание для размеров 42, 44, 46, 48, 50, 52. Я назвала российские размеры, европейские размеры. Вычитаете из данных цифр число 6, получается европейский размер. Все детальные описания по вязанию у нас будут в расчетной части после того, как мы свяжем образец узора. Сегодня я очень подробно остановлюсь на теме выбора пряжи для данного джемпера. У меня будет сразу несколько вариантов пряжи, которые я предлагаю, от бюджетных до более престижных, дорогих вариантов. Данная модель была у меня в совсем недавнем видео, обзоре, которое я снимала по моделям из американского интернет-магазина. Она была под номером 9. Она набрала довольно много голосов в ее поддержку за то, чтобы сделать видеопроект по данной модели. И я считаю, что мне тоже нравится эта модель, и поэтому видеопроект получился. Давайте сейчас с вами, девочки, приступим к выбору пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Итак, девочки, для вязания этого джемпера пряжу я подобрала очень хорошего качества. Турецкая пряжа фирмы Трофил, бомбина Люкс Вуол, 50 грамм, 160 метров. Цвет у нас вот 718. В составе ее 60% шерсти мериноса и 40% акрил. Шикарная мягкая пряжа, абсолютно не колется, идеально для изящных плечевых изделий, джемперов, всяких водолазочек, пуловеров. Очень хорошо подходит. Вот таким образом у нас смотрится с вами связанный образец. Я показываю, да. То есть здесь кусочек только нашего мотива. Это чередование красивого рельефного узора косы. Мы его в аранском вязании называем жгут. И красивых шишечек, которые я научу вас сегодня вязать с помощью крючка. Но у нас здесь присутствует эффект резиночки, да, поэтому, видите, немного все это сборит. Утюгом это не выпрямить, а оно нам и не нужно. Если вы посмотрите на оригинал, там тоже все
вот так немножечко сборит. Смотрите, точно такая же пряжа, но более белого цвета. То же самое, только цвет у нее 717. Вот, и она более белая. То же самое, да? Имейте в виду, если вы захотите более мал... В общем, это вот у нас немножко такой жемчужный цвет имеет, да? А это вот такой более насыщенный белый. Как альтернатива всегда вам предлагала, и сейчас покажу вам пряжи. Как альтернатива можно использовать пряжу Alize Lana Cotton. Вот белый цвет у меня 55-й, ослепительно белый. Также в 50 грамм у нас 160 метров. В ее составе 26% шерсть, 26 хлопок и 48 акрила. Шикарная пряжа, вы попадете в плотность. Она тоже прекрасно подходит для плечевых изделий. Очень мягко, хорошо ведет себя в стирке. В общем, прекрасная пряжа. И она еще недорогая. То есть она бюджетная такая. Так, если вы хотите пряжу с хлопком, то вам подойдет пряжа Yarn Art Jeans. Здесь также в 50 грамм 160 метров, 55% хлопок, 45% полиакрил. Тоже подойдет, если вы хотите хлопковую пряжу. Вообще я вижу этот джемпер, знаете, в таких нежных каких-то цветовой гамме, в нежной, да, то есть такие нежно-розовый, там какой-нибудь нежно-сиреневый, нежно вот салатовый, как этот, да, знаете, нежно-голубой. По-моему, будет восхитительно. Так, далее у нас еще есть из дорогой, но очень роскошной пряжи вот такая пряжа Yarn Art Silk Royal. В ее составе 35% вискозный шелк, 65% шерсть мериноса. В 50 грамм у нас 140 метров, но вы попадете в плотность. Она немножко пушится. Она такая же нежная и тонкая, как ту, из которой я вязала. Вот я вам показываю. Видите, у них толщина абсолютно одинаковая. Вот. Поэтому вы попадете в плотность. И она тоже не из дешевых, но это будет просто что-то элегантно восхитительное. И тем более она, знаете, очень похожа на оригинал. Вы видите, шелк дает блеск, такой естественный, не очень вульгарный блеск, я бы так сказала. И она пушится. Это просто восхитительная пряжа, но, возможно, она, цвет у нас 447, это такой, знаете, тоже немножечко не совсем белый, а тоже более такой молочный. Дальше. Русская пряжа, самая, наверное, бюджетная из всех, которые я вам сказала. Это пряжа белорусская, фирмы Камтекс, Подмосковье, серия Классик, в 100 грамм 300 метров у нас. И это в составе у нас акрил 50%, 50% шерсть. Пряжа восхитительная, попадете в плотность идеально из той пряжи, что я вязала. Она тоже немножко пушится и тоже имеет немного вискозный такой блеск. Шикарная пряжа, мягкая, совсем не колется. Очень хорошие отзывы о ней я слышу. И она недорогая. Итак, девочки, вы, конечно, на свое усмотрение выбираете все пряжи, которые я вам сегодня показывала, все варианты. Они подойдут для данного изделия, вы попадете в плотность. А теперь давайте посмотрим схему узора. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Раппорт косы составляет 10 рядов в высоту. В ширину коса занимает 6 петель. Вообще в аранском вязании это не коса, а жгут называется данный элемент. Делать мы будем с вами подробно вязать этот узор. В процессе разберем, в общем-то, все попетельно. У нас с вами горизонтальная черточка, это изнаночная петля, здесь вертикальная лицевая петля,
вот этот черный кружочек – это шишечка, место шишечки, а здесь я показала косу на лицевой глади, она вяжется, то есть пустая клеточка – это тоже лицевая петля, и вот этот знак обозначает перекрещивание 6 петель налево. Как это сделать легко и просто, я сегодня вам технически объясню без использования дополнительной спицы. Вы сможете очень легко это осуществить, действие. Как связать шишечку аккуратную, красивую и быстро, и не напряжно, тоже, девочки, поясню, кому это важно. Итак, далее у нас есть выкройка. Вот так выглядит наша выкройка. Здесь не поставлены размеры, в основном не поставлены размеры. Мы их с вами в расчетной части все проставим. Я все поясню, объясню попетельно. Для вас это просто как конструкторская, скажем так, часть, где вы видите, как выглядит у нас перед, спинка и рукав. И у нас вот такое описание составляется каждый раз, и выкладываю я его под видео, девочки. Поэтому, в общем-то, размеры я уже назвала сегодня, какие будут у нас в описании использоваться. И вот это все детально вы почитаете под видео самостоятельно. Я не думаю, что в этом есть какие-то проблемы. Сами почитаете, здесь все подробно я описала. Итак, а сейчас приступаем с вами к вязанию образца узора. Итак, мои дорогие, у нас с вами сейчас разбор узора. Он совсем элементарный. Для образца я набрала 26 петель. И будем вязать по схеме. У нас здесь с вами будут изнаночные 3 петли, лицевые 3 петли и наша коса на 6 петлях, которые мы будем перекрещивать не столь часто. Сложность связать будет для новичков, возможно, опять-таки повторюсь, шишечку, но я вам сегодня покажу, как это сделать легко и не напряжно. Мы будем использовать крючочек, нам понадобится крючок. Вот у меня 3, вполне подойдет. Так, ну и в общем-то, девочки, смотрите, свяжите вспомогательные 2 ряда. Распределяйте петли кромочные, 3 изнаночные, затем 3 лицевые, опять 3 изнаночные, 6 лицевых, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, кромочные. Вот, свяжите лицевой и изнаночные ряды. И теперь начнем. Это, знаете, будет проще сделать. У нас сейчас будет перекрещивание, я показывать буду на 6 петлях. И это сделать проще не с самого начала от наборного ряда, да, а потом, когда уже у вас есть петельки, вы провязали несколько рядов. Итак, вяжем первый ряд. Кромочная, 3 изнаночные. И 1 лицевая, и будем вязать шишечку. Для этого берем крючок, вот в эту среднюю петлю, где у нас 3 лицевые были, да, мы вяжем, вот так вытягиваем 1 петельку, делаем накид, 2 петельку вытягиваем, 2, опять накид, 3, накид, 4 вытягиваем, снова накид, 5 вытягиваем, 5 раз вытянули с накидами, да, и через все вытянутые петли провязали 1 петлю. Еще раз провязали петлю. Теперь снимаем со спицы нашу петлю большую длинную, видите, какая стала, и нашу шишечку вот сюда назад заходим, вот так, и вяжем в протяжку. Еще вытягиваем 1 петлю. И это уже окончательная петля у нас с вами возвращается на правую спицу. Видите? Медленно показала, все понятно, да? Дальше вяжем опять лицевая, 3 изнаночные. В 6 петлях перекрещивание будем делать налево. Снимаем все 6 петель на правую спицу. Не пугайтесь.
Это легко сделать. Это просто, знаете, технологию вы определите, действие, и потом будете на автоматизме все эти перекрещивания делать. Говорю для начинающих. Все 6 петель снимаем на правую спицу. Первый этап. Да? Дальше. Левая спица, первые 3 петли перед работой подхватываем их, высвобождаем правой спицей те петли, которые 3 остались за работой. Высвободили. И теперь заходим за работу и их вот так сзади подхватываем правой спицей. И они у нас с вами помещаются снова на левую. Но теперь они... Видите? И все 6 мы вяжем лицевыми. Вот и все. Перекрестили 6 петель налево. Нету ничего сложного, как вы поняли. Еще раз посмотрите, кто не понял, новички, и закрепите в себе знания. Несколько раз проделайте это вязание, у вас станет это все в автоматизм войдет. Дальше вяжем 3 изнаночные, лицевая, и снова у нас с вами вытягивается шишечка. Берем опять крючок, вводим его в нашу петлю и вытягиваем. 1 накид, 2 накид, 3 накид, 4 накид, 5. Все. Через все протянули петлю, еще раз протянули, возвращаемся назад, из протяжки еще раз протянули петлю и уже готовую петлю на правую спицу возвращаем. Все, шишечка готова. Лицевая, 3 изнаночные. Кромочную я вяжу изнаночной. Связали. Видите, какие у нас кокетливые шишечки получаются интересные. Теперь переворачиваем вязание на изнаночную сторону. В изнаночных рядах мы будем вязать все петли, как они на нас смотрят. То есть 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 6 изнаночных и так далее. Да? Самостоятельно вяжем. И смотрите, девочки, 3 и по 10 ряды мы вяжем, вот сейчас, как я покажу вам 3 ряд, совершенно одинаково. То есть мы вяжем, как смотрят петли. Никаких перекрещиваний у нас, шишечек не будет. Мы будем вязать следующим образом. 3 ряд. 3 изнаночные. 3 лицевые. 3 изнаночные. 6 лицевых. 3 изнаночные. 3 лицевые. 3 изнаночные. Кромочная, изнаночная. Связали. 3 ряд. 4 ряд вяжем, как смотрят петли. 5 ряд, 7 и 9 вяжем, как 3 ряд. Все четные ряды вяжем, как смотрят петли. Да? И раппорт повторяется с 11 ряда, но без шишечек. Обращаю ваше внимание. Шишечки у нас будут формироваться через раппорт косы нашего. То есть, смотрите, они там же, где перекрещивание у нас идет, ориентир, да, шишечка делается в ряду, где идет перекрещивание. Но не в каждом перекрещивании, а через одно перекрещивание, да, понимаете, последовательность. Вот как у меня на образце, видите, у меня связано было первоначально, я сделала перекрещивание, сформировала шишечку, затем у меня перекрещивание шло без шишечки, видите, да, в линии нашей, и затем опять идет шишечка. И такая последовательность идет. Сейчас, девочки, надо связать самостоятельно
еще вот эти ряды. И опять у вас будет повтор с первого ряда, перекрещивание. Делаем влажную тепловую обработку. Горячим паром обдаем наш образец, тянем его по вертикали и по горизонтали. Он влажный, податливый, очень хорошо тянется. Нам необходимо, девочки, чтобы вот эти вот закругления отсутствовали у нас по краям. Поэтому я пройдусь по ним утюжком. Знаете, не очень-то поддается они выпрямлению. Здесь все-таки присутствует элемент практически резинки, да. Оставляем как есть. Когда потом все высохнет, мы это все расправим. Итак, наш образец высох. Вот такой он. Все равно немного здесь в виде резинки остается. Собранность у нас. Резинка есть резинка. Берем простую линейку и измеряем его ширину. Выпрямляем аккуратно. У меня 12 сантиметров ширина. И 26 петель у нас участвовало. Делим 26, делим на 12 сантиметров. И получаем плотность по горизонтали. Давайте запишем 2,15 плотность. В 1 сантиметре я пишу 2,15 петель. Сделаем такое круглое число, да? Дальше берем по вертикали, также укладываем образец и измеряем высоту образца. У меня 13 сантиметров. Считаем, сколько рядов у нас в образце. 33 ряда в образце я разделю на 13 сантиметров и получу вот такую плотность 2,5. И давайте запишем, что в 1 сантиметре вертикальная плотность 2,5 ряда. То есть в 1 сантиметре умещается 2,5 ряда. И вот эти цифры нам сейчас очень будут нужны в расчетах. Смотрим выкройку. Итак, мои дорогие, мы будем сейчас начинать с вами расчетную часть. Вот такую выкройку я предлагаю использовать. У нас с вами обычная классика. Рукав с окатом, пройма, все как положено. Все детали вяжутся раздельно, затем сшиваются. Детали вяжутся снизу вверх. И начинаем мы с того, что рассматриваем с вами, сколько петель первоначально набираем. Да? Для этого нам надо знать ширину спинки переда. Она у нас одинаковая. Для размера 42-44 я взяла ширину спинки 48 сантиметров. Для размера 46-48 я взяла ширину спинки 53 сантиметра. Для размера 50-52, все размеры я называю российские. Для европейских размеров перевод осуществляется путем вычитания цифры 6 из этих чисел. Я взяла ширину 58 сантиметров. Далее. Плотность лицевой глади. Перед и спинку мы вяжем лицевой гладью. Узор у нас только для рукавов будет использоваться. Поэтому мы будем с вами рассматривать плотность для лицевой глади в 1 сантиметре 2 петли. Другая плотность. Здесь 2,15 из-за того, что коса сжимает полотно. А чисто лицевая гладь я посчитала 2 петли. И для того, чтобы рассчитать количество петель, мы берем ширину спинки переда и умножаем на 2, на плотность по горизонтали.
Получаем, соответственно, 96 петель, 106 петель, 116 петель. И вяжем лицевой гладью. Ну, конечно же, начинаем мы с вами спицами меньшего размера, меньшего диаметра для вязания планки. Планочку 5 сантиметров в высоту вяжем резинкой 1 на 1. И затем уже идет лицевая гладь. Переходим на спицы 3,5, да, когда вяжем лицевой гладью. На высоте 33, 32,5, 32 сантиметра, в зависимости от размера, мы будем начинать формировать линию проймы. Для проймы я приняла общее количество петель, которые мы будем закрывать. Первый размер 10, второй 11, третий 12 петель. Закрываем их для скругления последовательно. И, в общем-то, понятно, как получились 10, да? То есть глубину проймы мы умножаем на плотность по горизонтали 2. Получается 10. Ну и она, чем больше размер, тем глубже пройма. Вот так. Длину изделия я беру 58, 59 и 60 сантиметров в зависимости от, значит, вашего желания. Эта цифра берется, это средний рост. Возможно, вы хотите более длинный или более короткий джемпер, поэтому эта длина должна быть очень индивидуально вами откорректирована. Я вот сейчас по своей выкройке рассказываю именно на эту длину изделия. Высота проймы у нас будет первый размер 20 сантиметров, второй 21,5 и третий 23 сантиметра. Так, теперь переходим к вырезу горловины. По вырезу горловины я беру ширину 20 сантиметров на первый размер, и дальше я увеличиваю в зависимости от размера по 1 сантиметру. На каждый размер увеличиваю. Получается, для первого размера 40 петель вырез горловины, второй 42, и на третий размер приходится 44 петли для выреза горловины. Как скруглить эту горловину, я описываю в описании под видео. На какой высоте мы приступаем к вязанию от планки, выреза горловины спинки и переда, я тоже рассказываю в своем описании под видео. Там очень легко это прочитать, поэтому я на этом внимание сейчас заострять не буду. В инструкции вы посмотрите, какая будет высота. Но она у вас должна быть индивидуальная. И любой вертикальный параметр по выкройке необходимо переводить, девочки, в ряды. Вязать надо, руководствуясь рядами. К примеру, смотрите, вот у меня стоит размер от планки до проймы 33 сантиметра. 33 сантиметра надо умножить на плотность по вертикали. Мы ее посчитали. В 1 сантиметре 2,5 ряда. Мы 33 умножаем на 2,5, получаем 82 ряда. То есть, девочки, когда будете вязать, везде у меня в инструкции стоит это понятие равно 82 ряда, сантиметры равны рядам, и мы будем вязать, не измеряя наше полотно сантиметром, а именно считая ряды связанные. И именно на высоте 82 ряда мы будем делать пройму. Понимаете? Для чего это нужно? Для чего мы вводим понятие вертикальная плотность? Дело в том, что после стирки изделие вытягивается, и оно может потерять то запланированное вами, ту запланированную длину, которую вы хотели бы. Оно станет очень длинным. Чтобы этого не случилось, мы будем использовать понятие вертикальной плотности и применять его, конечно же, когда будем вязать. Теперь переходим к рукаву. Для планки набираем 45, 47, 49 петель. Вяжем также резинкой 1 на 1 на высоту 10 сантиметров. В последнем изнаночном ряду планки мы делаем очень крупные прибавки и доводим количество петель до 87, 91 и 97 петель.
То есть практически в 2 раза прибавляем количество петель. То есть в каждую петлю мы делаем из одной петли 2 петли, да, когда будем делать прибавки. И здесь у нас идет пышный такой рукав фонариком, от манжеты идет пышный. И мы распределяем эти петельки следующим образом. Я нарисовала, девочки, вот здесь схематично, как мы располагаем наши узоры. И сейчас я обращаю ваше внимание вот на эту схему. В этой схеме при, скажем так, проектировании, при составлении описания я поняла, что нам необходимо, чтобы не путаться вот в этом описании, да и вообще мне кажется, что это будет более правильно, между нашей косой и нашими 3 лицевыми, где у нас вот это идет шишечка, да, вот эта вертикальная полосочка из 3 лицевых, надо сделать не 3 изнаночные петли, а 4 изнаночные петли. Вот. И таким образом, посмотрите внимательно на эту схему, я составила раппорт узора, который мы будем применять в расчете. Схематично это выглядит следующим образом. 3 лицевые петли, 4 изнаночные петли, 6 лицевых петель. Поясняю, 3 лицевые петли – это вот эта часть, где у нас шишечка. 6 лицевых петель – это наша коса. Ну и 4 изнаночные само за себя говорит, да? В сумме это составляет 13 петель. И это я выделяю как раппорт узора. Нам так удобнее будет сейчас с вами посчитать расположение. То есть вот такое расположение. Начинаем 3 лицевые, 4 изнаночные, 6 лицевых. Мы повторяем 6 раз. И для симметрии завершаем дополнительно вот к 6 этим раппортам 4 изнаночные и 3 лицевые. То есть у нас как начинается, так и должно закончиться расположение узоров. Соответственно, 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. В сумме это дает 8-7 петель. Это первый размер. Второй и третий размеры вяжутся также. Различие лишь в том, что мы добавляем дополнительные петли. Для второго размера мы добавляем 2 изнаночные справа, 2 изнаночные слева. Для третьего размера мы добавляем 5 изнаночных справа и слева, 5 изнаночных. А так расположение узоров схематично именно такое, как я вам сейчас пояснила. То есть на этой схеме все то же самое расположение, но, девочки, вместо 3 изнаночных, вот смотрите, видите, я обвела скобочками, вот наш раппорт. Видите? Начинается с 3 лицевых, вот это вот столб, и кончается раппорт нашей косой на 6 петлях. Понимаете, да? В сумме это 13 петель. А вот здесь 4 изнаночные. Я добавила еще 1 изнаночную. Мне кажется, что, может быть, это не так будет сильно сжимать, ну, вот сжимание вот это, да? Когда у нас получается эффект резинки 3 на 3, да? Пусть, может, побольше будет количество изнаночных. Вот этим я руководствовалась, значит, при изменении количества. Обращаю на это внимание еще раз. Не 3 изнаночные, а 4 изнаночные. Не как на схеме, а изменяем, еще 1 изнаночную добавляем. Понятно, да? Так. Ну и, в общем-то, количество петель вот для второго размера в сумме составит 91, и для третьего 97 петель. Вот таким образом распределились наши узоры для рукавов. Вяжем, 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 и на высоте 38 сантиметров, также переводим в ряды, это 94 ряда, мы начинаем формировать окат рукава. Высота оката составляет 13 сантиметров. Общая длина рукава 61 сантиметр вместе с планкой нижней. Эту величину обязательно откорректируйте для себя, девочки. Не забывайте, что здесь идет, значит, для того, чтобы фонарик стоял, тоже надо добавить, наверное, для пышности какой-то, может быть, там 5 сантиметров, да, дополнительных. Вот,
Поэтому очень тщательно откорректируйте эту длину, руководствуясь, конечно же, своим ростом, ну и вот этим вот фактором, чтобы фонарик стоял, да. Так, рукав мы будем формировать, вот этот окат, по выкройке в натуральную величину для девочек, которые только учатся вязать. Это самый простой способ, я считаю. Я так училась, сама меня так учили. Вот, то есть я рисовала на большом листе бумаги этот окат, я его потом применяла для других моделей. То есть он универсальный для всех классических вариантов, на свой размер, естественно. Вот. И, в общем-то, для тех, кто уже умеет вязать, я думаю, это вообще не составит никакого труда, да, девочки. Понятно, что вот здесь у нас первые убавки идут так же, как и здесь. То есть мы делаем убавление вот похожее, да. А потом идет убавка по одной петле, затем вступает в силу убавки по 2 петли в каждом втором ряду. И уже вот здесь, в самой пологой части, мы уже по 3 петли убавляем. И какое-то количество петель у нас остается, обычно 15 петель. Мы их в последнем ряду закрываем. Все. Вот таким образом я вам рекомендую вязать данный джемпер. Свое описание, вот эти все цифры я построила в виде текста и выложила под видео. Читайте, это будет описание. Конечно же, вы можете, даже обязаны вносить свои корректировки, потому что у нас у всех рост, как я уже повторилась, разный. Кто-то хочет посвободнее, кто-то захочет другую какую-нибудь ширину взять, возможно, да, не 53, допустим, а 55 сантиметров. То есть здесь, конечно, нужно подходить индивидуально по своим меркам. Это, так скажем, усредненный вариант. Но я вообще считаю, что в ширине вязаного изделия, которое сейчас так модно и актуально стало все свободное носить, да, в общем-то, не играет решающую роль, там 2 сантиметра, да. Так что, девочки, желаю вам удачи и до новых встреч!